Всех приветствую на канале Меловой. Сегодня будет небольшое меловое ассорти, как кусковое, так песчанка, так и пиленые бруски. Также будет уральское в виде чипсов. И новинка в глинах у меня в ассортименте появилась. Это получается глина Северное Сияние. Итак, давайте, пожалуй-ка, наверное, с нее и начнем. Это мы пока что уберем в сторонку. Аккуратно. Почему она так называется, думаю, многие сразу поняли. Посмотрите просто, как выглядит офигенно. Ну, северное сияние. Здесь от белого цвета ближе к фиолетовому уходит. И все переливается. Давайте, в общем, буду пробовать. Когда уже ушло в кашицу, кажется, один в один просто похоже на Астану. При этом при разжевывании, откусывании глина такая немножко рыхловатая. Но опять же, все зависит от кусочка. Да, один в один прям реально Астана. Это будто бы, знаете, Астана фиолетовая. Ну, очень классно. Я бы ее вообще Астана бы и назвал. Кстати, мне она понравилась по вкусу. Вкус такой довольно интересный. Раскрывается не сразу. Что же по поводу глины снаружи? Она, кстати, идет без вот этих вот песчинок, песочных каких-то моментов. Но, опять же, все зависит от поставки. Полное описание этой глины, как всегда, будет в описании ролика. Там вы сможете оформить заказ и посмотреть весь ассортимент в группе. Залипает, кстати, очень сильно эта глина. Но мы можем взять уральскую чипсы. И все это дело очень хорошо разбавится. Уральская это просто идеалити для того, чтобы все вот это дело отлипло. Ну что я могу сказать по поводу этой глины? Вот как она выглядит, это прям красота, будто глина радуга. Ну не по структуре, а с виду, потому что радуга это не просто такое название, а потому что она тоже вся переливается. Но здесь единственное цвета другие. И структура реально Астаны. Что мне нравится. Даже вот эта вот сливочность, привкус, вкусы. Именно к Астане ближе все подходит. Но Северное Сияние прикольное название для глины. Давайте перейдем к глине уральской. Ведь не просто же так эта глина называется как конкретно вот это чипсы. Вообще это все одна и та же, конечно, глина, просто есть кусковая, которая чистится, допустим, тем же самым ножом там и так далее, да. А есть вот такая глина, которая уже чистится, раскалывается, колется водной колкой. Но, опять же, такой момент ее в любом случае приходится чистить, хотя при раскалывании очень во многих моментах вот есть точечки такие черные, потому что это уже в самой глине, это уже никак не очистишь. Ну как ты представили вот большой кусок, да, там 2-килограммовый, вы его идеально почистили, раскололи с помощью воды или стандартным способом, там, тем же молотком, и все, капец, в разрезе там просто чернота будет. Уральская желтая, по сути, только лишь отчасти желтая. Потому что практически в каждом куске этот цвет различается. Вот, допустим, здесь она такая, наверное, белая-желтая. Бело-желтая, назовем так, да?
И видно это действительно в каждом кусочке. Суть в том, что у кого-то продается якобы уральская белая глина. Но на самом деле это все одна глина, просто разные пласты. Вкус, структура полностью одинаковый. И даже в одном кусочке вам может попасться и желтый цвет, и, соответственно, белый. Но вкус у нее, структура, это просто вау. Она считается ближе как к огнеупорной глине, потому что, во-первых, стандартным способом ее очень сложно раскалывать. Почему ее опять же и колят именно водной колкой? Потому что при именно погружении, так скажем, в воду, да, она начинает прям очень сильно трескаться. И вот такие маленькие кусочки. Кусочки зависят от того, насколько долго она в воде пролежит. Вот этот кусочек, допустим, недолго в воде лежал. Соответственно, и раскололся не так сильно. Ну, а есть вот такие вот прям вообще малюсенькие кусочки. Уральская это фаворит у многих. Но в просушенном виде маленькие вот эти вот чипсики это вау. Уральская это что-то с чем-то. Хорошо хрустит. Вот кому нравится, да, ближе мел вообще, в принципе, не то чтобы глина. Если хотите начать пробовать глины, начните с уральской. Мелоежкам она идеально должна подойти. Ну, вкуснятина. Также я знаю, что многим не хватает хруста, да, именно чисто отдельного хруста. В том же самом Инстаграме, допустим. Я сейчас создал отдельный аккаунт в Инстаграме, где будет чисто хруст. И ссылочка на данный аккаунт тоже будет в описании ролика. Уральскую, кстати, особенно когда водой запиваешь, точнее заливаешь, этот вот запах, он практически такой же, когда ты кушаешь мел или заливаешь его той же водой. То есть она очень хорошо по структуре его напоминает. Правда, я не припомню глину, точнее мел, который точно так же трескается прям в воде, потому что это прям вау. Главное хорошо все просушить. Ну что, я думаю, перейдем к мелу. Там уже песчанка в такой классной просушке, это просто космос сейчас будет. Поехали. Это мы аккуратно убираем. Ну вот это достаем обратно. Но прежде хотел бы с вами поговорить о следующем моменте. Одна девушка на днях сделала заказ. Ну, это было недельку назад где-то, может быть. Ой, это вообще что-то с чем-то. Мне просто на ютубе там пару человек написало о том, что вот такая-то, такая-то, выложил там ролик про тебя. Зашел я посмотреть, немножко офигел, потому что ранее девушка, в общем, оформила у меня заказ. Все, она сделала оформление. После того, как заказ собралась, доставка была через Авито. Что происходит дальше? Я понимаю, что я доставку рассчитал через Боксбери, а у нее через Авито. То есть там в Авито же определенная сумма к оплате идет.
Я ей пишу так и так, вы заказ-то полностью оплатили, но у вас 320 в самом, получается, Авито к оплате проходит. Я могу вам либо вернуть, говорю, эту денежку, либо, опять же, смотрите, могу что-то добавить. У вас же получается Авито доставка, вы оплатили весь заказ. Смотрите, 320 рублей это обязательно они там прописаны для того, чтобы была Авито доставка по акции. Ну, в принципе, чтобы она была. Я могу вам эти 320 либо обратно перевести, потому что они там у вас зарезервируются, вы их там платите. Либо на 320 рублей дополнительно чего-то добавить. То есть доставка у вас от стоимости в этом плане не поменяется, она будет также стоить. И вот после чего человек пишет: добавьте на свое усмотрение. Не люблю твердый мел, не люблю соленые глины, остальное люблю, Астану люблю, только не фиолетовую. Человеку был добавлен, получается, сорт Астаны, не фиолетовый и не соленый. Почему человек возмущается, то что у него Астана розовая, я не понимаю, если Астана розовая была не соленая, а каких-то условий о том, что в Астану розовую не добавлять, не было. На что мне девушка говорит: возвращать не нужно, давайте вы просто что-то добавите. Она сделала какое-то там свое описание того, что ей нужно. И, соответственно, я предложил, допустим, говорю, могу предложить по вашему описанию глину Астану. На что мне девушка и отвечает: да, без проблем, давайте любую, только не фиолетовую и не соленую. Я говорю: хорошо, все, заказ отправлен. Проходит там сколько-то дней, девушка получила заказ, пишет: вы мне в заказ не положили, говорит, глину чуйскую и Астану такую-то, такую-то. Вместо нее там то ли розовая была, то ли что. На что я отвечаю, говорю, по чуйской, ну вот честно скажу, если я помню, что я точно этот заказ собирал, или это вообще самовывоз был, да, то есть это было недавно. То есть я помню, что я этот заказ собрал так-то, так-то, но не может быть такого, что там этого не было. Здесь же я этого не помню, поэтому как есть сказал, говорю, да, такое действительно может быть. Если так произошло, говорю, мне очень жаль, я могу вам предложить, говорю, допустим, к следующему заказу ее 1,5 килограмма положу, раз такая ситуация возникла, да. На что, как бы, человек мог сделать просто возврат, ну, вот этих там сколько, 260 рублей, да, и так далее. Но он выбрал способ, чтобы я ему, опять же, как и с вариантом с Авито доставкой, когда там 320 рублей у человека было, я предложил сделать возврат, человек отказался. Здесь человек тоже сам выбирает способ такой, что я добавляю следующий заказ, на что мне девушка и отвечает: все, отлично, я тогда вернусь к вам еще за одним заказом. Все, никаких вопросов нету, да? Специально решил все прикрепить, чтобы, так сказать, наглядно вам показать. Проходит там что-то день-два, мне в итоге, короче, прилетает на ютубе комментарий о том, что такая-то выложил про вас ролик. Захожу, смотрю, понять не могу, думаю, что к чему происходит. Ладно, забил, вышел. Тут же в этот же день мне прилетает в Авито отзыв, мол, человек меня обманул на деньги, человек, получается, так и так, мол, не положил мне глины. Я понял, что это за девушка. Пишу в комментариях. Значит, говорю, а зачем вы, говорю, здесь, ну, вот такую вот грязь просто пишете, если, как бы, во-первых, вы отказались от возвратов сами, то есть вы сказали, что за Авито, что там, вам не нужно денежку переводить, вы сами попросили доложить в заказ то-то, то-то, вы сами мне сказали о том, что вы оформите еще один заказ, и, соответственно, вот эти вот деньги вам тоже переводить не нужно. Я думаю, ну, как-то оно странно выглядит все это. Все, в итоге на следующий день захожу в Инстаграм, она мне пишет: верните мне деньги за глину. А то, говорит, вы же в заказ-то ее посчитали, а мне сказали, что не посчитали. Я говорю, вам такого, девушка, никто не говорил. Ну вот что за просто бред начинается, да, в такие моменты. Потому что, я говорю, я, во-первых, вам не говорил такого, что вы не оплачивали за нее. Я вам сказал то, что когда сборка заказа происходила, я эту глину чуйскую вам в заказ не внес, потому что она отдельно у вас была прописана. На что я вам предложил просто добавить ее к следующему заказу, вы ведь сами согласились. Для чего вы, говорю, сейчас везде пишете, то, что вас кто-то там на деньги обманул, то, что там в Авито дополнительная оплата была, я вас там кинул на эти деньги, хотя я вам предложил сделать возврат, это есть, кстати, все у нас в переписке с вами, и получается, вы сами от него отказались. Это звучит максимально странно. Потом по Астане она также высказалась, то, что якобы Астана вообще не та, она не такая гладкая, как должна была быть. Кусочки неровные, я думаю, это вообще что за описание? Ладно бы это написал человек, который не разбирается в этом, а человек, который уже много лет, там, не знаю, сколько ест мел, глину, да, как можно не знать, что это природное все, и в этом может попасться абсолютно все, что угодно.
А самое важное это просто почистить, да, ее как-то сверху. Ну как можно написать, что глина неровная, блин, по форме? То, что в ней что-то может попасться внутри, она сверху почищена. А то, что вам внутри может попасться, это может быть действительно абсолютно все, что угодно. И уж человек, который давно там кушает, хрустит этим всем, да, должен это понимать. Также человек написал то, что она песочная была. Это, кстати, действительно правда, потому что мне уже один человек так написал, примерно дня 3, наверное, назад, о том, что вот вы в подарок там положили Астану, мне вот она не понравилась. Я вот такой думаю, ну, буду иметь в виду, что она песочная. Вкрапления в ней есть и так далее. Когда вчера это было, я оформлял заказ на все виды Астаны, и мне поставщик написал то, что сейчас добыча такой-то Астаны, не помню точно какая, то ли вторая, то ли первая, идет именно она песочная, рыхлая. Я говорю, давайте ее тогда не нужно. То есть, ну, опять же, я об этом узнал, я ее перестал заказывать. Но к чему здесь вот этот вопрос? И человек мне в каждом слове просто, не надо только говорить, что там пласты разные. А как еще говорить? По-вашему, я просто вам какую-то левую глину положил? Или как это работает? Это же вам, блин, не пищевой продукт, чтобы он всегда шел одинаковый. Это все, как сказать-то, природный продукт, ну по-другому действительно не скажешь. Также там мел какой-то я ей пиленый положил. Она говорит, каждый брусок по вкусу разный. Плюс еще песочный. Я думаю, вот как пиленый мел может быть песочным? Вот у меня ни одного пиленого нет песочного. Нет в пересортах, ну, в пиленных, в плане того, что был сухой, стал песочный. Ну, как такое может быть? Потому что песочные сорта, во-первых, их не пилят. А второй, как бы, момент в том, что, вот представьте, то ли мне один сорт девушки положить, да, то ли взять и там сколько, 10-15 сортов собрать и 1 килограмм. Мне это для чего? Ну, мне это просто не то чтобы невыгодно, зачем мне так заморачиваться? Потом по какому-то сорту он написал, ну вот Петропавловка или что-то там пришло вроде бы то, что нужно, это и то, говорит, я не все куски попробовала. Я вот на это все так смотрел, думаю, вот, а для чего вы вообще заказ оформили? В Авито доставки я вам предложил деньги просто на карту скинуть. Вы сказали, не надо мне ничего переводить. Потом по второму моменту, что у вас чуйска не было, вы мне тоже сказали, вам ничего не нужно переводить, вам нужно добавить к следующему заказу. Потом вы грязь вот такую выкладываете. Зачем, если я вам деньги сразу мог перевести? Ну, это, знаете, у каждого свои тараканы в голове. Я вообще изначально по этому поводу высказываться не хотел. Думаю, знаешь, не трогай говно, не будет вонять. Вот так вот можно сказать. Но вот здесь по-другому действительно не скажешь. Потому что есть адекватные клиенты. Вот, допустим, клиент тот же самый, которому я вот Астану в подарок положил. Мне сразу написал, вот глина мне вот это, говорит, не понравилась Астана. Она такая с песчинкой была. Я говорю, ну здесь действительно от пласта все зависит. В следующий раз, если захотите, там ее попробовать или какую-то другую, уточните сразу по описанию, она идет или нет. Потому что я вот об Астане даже не знал, хотя она пришла месяц назад, я складывал, но людей, видимо, все устраивало по заказу. Я же не могу каждую позицию в своем ассортименте попробовать, правильно? Поэтому момент какой-то такой. Ну и все. В итоге мне девушка написала, сделайте возврат и так далее. На что я ей ответил, я говорю, а где вас кто обманул? Я вот это вот все разжевал так же, как сейчас вам. На что человек ни слова не отвечает на это и гнет дальше свою линию, чтобы я сделал просто возврат, иначе будет все плохо, там негативный отзыв и так далее. Что говорит о том, что никто никого не обманывал. И человеку действительно можно было сразу получить свои деньги, на что он просто отказался. Какой-то такой момент. Я предложил, говорю, удалите негативные отзывы, связанные с тем, что я вам выше перечислил, с неправдой. По поводу того, что я вас кинул на деньги, положил вам, не доложил вам глину. В чем проблема? Если бы вы сразу оформили возврат, я бы вам эту денежку вернул. Сейчас же вы вот такой вот каламбур устраиваете. Для чего? Это опять же непонятно. Ну, в общем, мне интересно, ребят, ваше мнение, что вообще скажете по этому поводу в комментариях, потому что, ну, попадаются действительно такие странные клиенты. Человеку сейчас, конечно же, неохота удалять никакие отзывы, при этом возврат денег он хочет сделать сейчас. Не тогда, когда было все спокойно, да, и знаете, я сам предложил его сделать, окей. А сейчас, когда уже про меня там всякого говна наговорили, я говорю, удалите отзыв, сделаю вам возврат, ну, потому что ваш отзыв не соответствует правде. Ну, человек этого делать не хочет. Поэтому какой-то такой момент. В общем, давайте вернемся, наверное, к хрусту. Не забывайте про то, что розыгрыш прошел. Вся актуальная информация по розыгрышу и по победителям в розыгрыше, она будет также в описании, ссылочка указана. Ну, в общем, поехали.
Ну, вкуснятина. Вот этот кусок, скорее всего, святик либо горный. Структура такая рыхловатая. Как раз таки похожа на глиномел. Кажется довольно плотная. Я такое не сильно люблю. Кто любит глины, тем, конечно, понравится. Но раз я не сильно глины люблю, так что мне как-то не очень. Почему такой твердый? Это уже прям более твердый. Чем-то похож на сорт тюменский. И на сорт крупинка. Но это все лишь по одной причине. Все, что здесь в тарелке находится, оно прям дико пересушено на батарее. Мне вот прям хотелось такое попробовать. Сейчас вот к песчанке еще придем. Там вообще интересно, что происходит. Вот это похоже на красавчик. Такой вкус. Что-то будто бы асфальта после дождя. Немножко сырость подтягивается. Чисто меловой вкус также присутствует. Но не забывайте, что красавчик есть жирный сорт, есть глиномел. Вот это именно глиномел. К самому интересному подобрались. Так, это у нас крупинка. Нет, не крупинка. Что-то типа Честера, либо Нового Оскола. Такой чисто меловой вкус. Немножко побелочный даже где-то есть. Сливочность очень хорошая в нем. Ну и откусывался средне. Вот такой вот кусочек здесь еще имеется. Все это, напоминаю, дико пересушено. Но вот это, скорее всего, сорт Май. Много чего и других сортов в нем присутствует, но небольшая сладость какая-то есть именно в этом кусочке. Но я сюда пришел все-таки ради песчанки. Песчанку я обожаю. Особенно когда берешь именно песчанку, любой сорт, желательно жирный, очень хорошо просушенный.
Откусываешь побольше, запиваешь водой, там все шипеть начинает. Это вообще вау. Песчанка — это такой травянистый немножко вкус. Вкус травы. Он достаточно такой как бы сливочный, наверное, я бы даже так сказал. Настолько насыщенный меловой вкус благодаря просушке. Короче, сегодня я капец как наелся. Что бы еще хотел сказать? По поводу всего ролика жду вашего мнения в комментариях. И следующий момент. Я почти все глины заказываю из-за границы. И вот сейчас, такой думаю, почему я из России не заказываю? Надо заказать. Короче, заказал около 30 сортов. Там и узбекские, по-моему, глины. Каких только там нету. Короче, более 30 сортов. В конце этого месяца все поступит. Что-то уже на днях придет. Короче, ассортимент глин очень сильно увеличится. Также роликов, соответственно, будет больше, потому что это все нужно будет описать, попробовать. Северное сияние. Я сильно тут заострять внимание не стал. Хотел просто в целом ролик заснять и про уральскую чипсы, и меловое небольшое ассорти. И поэтому северное сияние как должного внимания не получило, да? Но подробное описание, как всегда, в описании ролика, либо в группе. А вот там чисто уже по глинам буду идти. Каждую отдельно разберем, где какой вкус. Российские большинство там глин. Мне прям интересно попробовать, потому что в любом случае, почему нет? Когда это находится все здесь в России, зачем заказывать, ну, из-за границы, грубо говоря? Безусловно, там многие сорта пользуются популярностью. Это Туркестан, это Уральская, это Астана. Да действительно, узбечка. Узбечку вообще в лед всегда разбирают, поэтому какой-то такой момент. В общем, пишите, какие вы бы ролики хотели увидеть, какие глины хотели бы увидеть здесь на данном канале. Ну, а я с вами не прощаюсь. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я, как всегда, весь в милу. Ну и совсем скоро мы с вами увидимся. Не прощаюсь.